Как уже упоминалось ранее, противостояние Карасуна и Никому было принципиальным, но несмотря на бесконечное количество тренировочных поединков, на национальном чемпионате перед зрителями они так ни разу и не сыграли. Хотя текущие составы вновь готовы пробиваться на национальный турнир, и быть может тогда бы им удалось впервые там сразиться. Но несмотря на долгое соперничество, нынешние команды очень похожи друг на друга, и характеры любого из персонажей одного коллектива пересекались с кем-то из игроков противоположной стороны. После того, как нас познакомили с позицией либера, автор решил прояснить, как этот игрок появляется на площадке. Как правило, либера заменяет центральных блокирующих после подачи, так как прием и защита – это их слабое место. Как только либера по расстановке необходимо будет выйти на переднюю линию, он вновь уступает место замененному центральному, а затем выходит на заднюю линию вместо второго блокирующего после того, как тот закончит подавать. Несмотря на то, что в начале матча Карасуну удавалось удивлять своими комбинациями, в дальнейшем игроки Никому достаточно быстро подстроились под такого необычного соперника. Одной из причин стал Кенма. Связующий Никому обладал потрясающими аналитическими способностями, подмечая даже мельчайшие детали. И все эти подсказки помогали блокирующим и защитникам его команды успешно справляться с необычным стилем игры Карасуна. Да и уровень приема и защиты у Никому был гораздо выше, чем их принципиального соперника. Тем самым они нивелировали все их слабости в построении нападения. Повышенное внимание к Хинате привело того в тупик. Он раз за разом ошибался и никак не мог преодолеть создавшуюся перед ним стену. И теперь даже пасы Кагиямы не были в силах ему помочь. Так что приходилось искать новый стиль нападения. Нужно было не просто стараться попасть по мячу, а теперь еще и научиться работать с руками блокирующего. Именно из-за этого приобретенного навыка маленький гигант и добился того уровня, о котором мечтал Сё. Так что не обязательно всегда пытаться обойти блок, можно просто постараться использовать его слабости в своих целях. Поэтому очень важно развивать новые навыки. Да, часто может оказаться так, что на первых порах у вас ничего не будет получаться, и вы захотите вернуться к тому, что уже умеете. Но если вы не сдадитесь, то в будущем станете только сильнее. И тогда, возможно, уже соперник захочет сдаться. Также важно выходить из своей зоны комфорта, потому что лишь игра против сильного соперника заставит вас развиваться. Необходимо будет искать новые решения, чтобы добиться победы. Также нам напоминают и про важность анализа своего соперника. Если вы не будете сфокусированы, то вас будет и легко обмануть и переиграть. Но как только вы научитесь подмечать мельчайшие сигналы, которые ваш оппонент непременно будет подавать, то вы тут же сможете создавать ему намного больше проблем. Причем речь идет не только про оборону, но и про нападение. И если против одной линии защиты будет разумнее играть в аккуратном и хитром стиле, то в другой расстановке уже можно решать вопросы за счет каких-то иных маневров. Ну и не бойтесь участвовать в различных турнирах. Дополнительный соревновательный импульс может раскрыть вас новые способности, если вы, конечно, готовы сражаться. По итогам нескольких тренировочных матчей Карасуна так и не удалось победить. Пусть индивидуально они были сильнее игроков Никомы, но сыгранность и отличная защита более опытных волейболистов сделали свое дело. Игроки прекрасно взаимодействовали между собой, оттого не было удивительно, что они лучше играли в защите. Очко не может быть проиграно, пока мяч не упадет. Так что, как я уже несколько раз говорил до этого, сплоченная команда из средних исполнителей будет сильнее, чем просто подбор крутых игроков. Поэтому важно быть сосредоточенным на протяжении всего матча. Вам может показаться, что один раз вы отвлеклись и не доиграли эпизод по максимуму, и это ни на что не повлияет. Но волейбол и складывается из таких мелочей. Каждый мяч имеет стратегический вес. Поэтому обязана быть стопроцентная концентрация и вера в себя, каким бы серьезным соперник не был. И даже если вы проиграете, то в любом случае получите неоценимый опыт. Команда Карасуна активно готовилась к отборочным матчам на национальный чемпионат. Только одна команда из 6 коллективов региона Мияги пройдет на него. Так что всего одно поражение ставило крест на перспективах оказаться на национальном чемпионате. Задача явно не будет простой, потому что за Широ Торизаву, куда не смог поступить Кагияма, играет Ушиджима, один из самых талантливых молодых волейболистов всей страны. Хотя и без того отличных команд хватало, так что для официального поединка с Никомой необходимо было пройти очень тяжелый путь. Первым соперником Карасуна станет Дотека, а это именно та команда, после поединка с которой Асахи перестал играть в волейбол, так что интриги тут явно хватало. Поскольку далеко не все связующие настолько гениальны, как Кагияма, то обычно они используют сигналы. То есть это какие-то жесты, как правило, за счет пальцев рук, благодаря которым можно заказывать комбинации. Про которые уже позже заговорил и тренер Укай. Никома нередко использовала нестандартные ходы, позволяющие запутать соперника, и что такое явно не помешало бы его команде. Как бы не помешала и поддержка со стороны, поэтому найденный на складе баннер явно не стал лишним для поднятия боевого духа команды. Каждый член волейбольного клуба Карасуна хотел оказаться в национальном чемпионате, и не только там побывать, но и непосредственно биться на площадке.
Так что те, кто сейчас не могли пробиться в стартовый состав, искали варианты, чтобы стать лучше, пусть даже и вне тренировочных занятий. Хотя можно было просто найти для себя какое-то оправдание. Хината, допустим, так и не отрекся от своей цели стать лучше Кагияма, но поскольку теперь они играют вместе, то и Кагияма оказался не прочь помочь своему товарищу стать ближе к этой цели. Несмотря на то, что Карасуна обновили состав и активно наигрывали его к турниру, никто из соперников всерьез не рассматривал их как прямых конкурентов, потому что кроме Айоба Дзесаи никто в деле эту команду и не видел. Но даже они были удивлены, потому что к составу добавились либеро и мощный нападающий, которых не было в тренировочном матче. В волейболе часто бывает так, что ваш образ на площадке нередко отличается от вашего настоящего характера. Поэтому, что бы вас ни говорил соперник, не отвлекайтесь на эти слухи. Главное соответствовать своим ожиданиям и ожиданиям вашей команды. Про Асахи также ходит много слухов, но он сейчас больше сосредоточен на поединке против Датека, которые также не забыли их последнюю встречу. Но нет смысла думать о каких-то будущих сражениях, если сейчас вы играете с другим соперником. Потому что если вы уже настраиваетесь на что-то другое, а не сосредоточены на текущем матче, то до следующих стадий турнира можно не добраться. Если вы уже оказались в зале, то полностью посвятите себя подготовке к матчу, а не тратьте время на отвлекающие разговоры или какие-то другие сторонние факторы. Асахи дает неплохой совет, как справиться с волнением перед ответственным поединком. Постарайтесь вспомнить что-то действительно страшное или волнительное из вашей жизни, и волейбольный матч вам покажется чем-то обыденным. Ну и атмосфера на больших соревнованиях – это всегда что-то особенное. Кому-то это может расправить крылья, а в случае с Карасуна вновь научить летать. Либо же эта атмосфера может вас раздавить. Так что старайтесь все ваши эмоции направить в игру, но при этом попробуйте сохранять холодную голову. 16-й эпизод был полностью посвящен психологическому аспекту игры. Даже если вы понимаете, что слабее, чем ваш соперник, то нет смысла выходить на игру и просто максимально быстро ее стараться проиграть. Даже если вам не удается победить, то ваше старание в матче против сильного оппонента точно принесет свои плоды в дальнейшем. И даже если вы проигрываете 24-6, то не вижу причины не отпраздновать 7-е набранное очко. Но если вы находитесь с другой стороны, то также не нужно пренебрежительно относиться к оппоненту. Для вас это лишь шутки, а проигравшая команда может очень серьезно из-за этого расстроиться. А ведь все мы приходим, чтобы получать позитивные, а не негативные эмоции. Наверняка в команде проигравших есть человек, который больше всех готовился к матчу, и пусть внешнего расстройства заметно не было, но изнутри его просто разрывают злость, досада и еще куча неприятных эмоций. Я прекрасно понимаю это состояние. На площадке я могу быть веселым и жизнерадостным, чтобы создавать комфортную атмосферу для команды. А после неудачной игры я могу провести бессонную ночь в тяжелых переживаниях и воспоминаниях о проигранном матче. Хината остался очень доволен своей первой победой, потому что до этого таких эмоций ему не приходилось испытывать. Поэтому можно было спокойно сосредоточиться на следующем сопернике Датека, и Карасуна готовы были поддержать Асахи в его попытках реабилитироваться за предыдущий провальный матч против этой команды. Но это было очень тяжело, потому что блок Датека был практически непроходим. Отличное чтение игры и высокий рост делали свое дело. Поэтому данное сражение превратилось не только в битву волейбольных навыков, но и тактическое противостояние. Необходимо было каждый раз удивлять своего оппонента. Так что Кагияме и Хинате пришлось вновь прибегнуть к своим очень быстрым атакам, чтобы запутать блокирующих. И у них это прекрасно получалось. Как бы ни был хорош блок соперника, Карасуна каждый раз удавалось его удивить. И как только Датека считали, что они прочитали связующего и нападающих соперника, как тут же Кагияма придумывал что-то новое, и Карасуна оказывались на шаг впереди. Укай решил слегка видоизменить тактическую схему команды, чтобы оградить Хинату от противостояния с основным блокирующим Датека Айоне. Также на стороне Карасуна было полное доверие друг к другу и готовность поддержать своих партнеров по команде в трудную минуту. В хорошем коллективе каждый игрок должен четко понимать свою роль. Кто-то должен организовывать прием и защиту, а кто-то не должен позволять это делать сопернику. Нередко бывают такие ситуации, что из-за излишнего волнения игроки в самые важные моменты допускают ошибки на подаче. Причем даже в тех ситуациях, где они просто стараются вести мяч в игру. И иногда с данной проблемой могут сталкиваться даже опытные игроки. Но если вы не научитесь преодолевать свои страхи, то вам никогда не добиться серьезных успехов в таком виде спорта, как волейбол. Но в одиночку нападающий не сможет этого сделать. Так что если связующий не доверит ему решающий мяч, даже если он до этого ошибся, то в будущем эта неуверенность в себе будет только расти. Несмотря на все обычные волейбольные движения, иногда стоит принимать и нестандартные решения, как, допустим, игра ногой. Да, возможно, выглядит это не очень эстетично, но зато в каком-то эпизоде это поможет вам сэкономить время и спасти мяч.
И все эти пункты, соединенные вместе, помогли Карасуно одержать победу в матче против Датека и пробиться в следующую стадию турнира. Очень много внимания автор уделяет связующим, но это и не напрасно. Игроки данной позиции всегда играют ключевую роль в построении игры своей команды. Он своего рода дирижер, и пусть инструменты практически ничем не отличаются, но именно от дирижера зависит, как на них будут играть. Понимая, что Айоба Дзусай обладает сильной подачей, Ука решил слегка изменить построение своей команды в приеме. И как это обычно и бывает на высоком уровне, центральные блокирующие исключены из приема подачи, а больше сосредоточены на атаке. А чтобы лучше понимать все стратегии соперника, тренер также решил пересмотреть запись их последнего матча. И пока Укай пересматривал игру, Кагияма перебирал в голове все слова, что говорил ему Айкава при их последней встрече. Связующий Айоба Дзусай также не терял времени зря, тоже изучая игру соперника. Карасуно уже удалось обыграть эту команду по ходу тренировочного матча, но тогда Айоба Дзусай были не в оптимальном составе, так что тот успех должен был придать уверенности, а не самонадеянности. Айкава пропускал тут поединок, так что его блистательная игра стала неким шоком для тренера игроков Карасуно, но и Кагияма ничуть не хотел уступать своему сэмпаю. И да, если вы вдруг начинающий связующий и решите повторить такую же скидку, то помните, что сделать это можно только находясь на передней линии. Игрокам с задней линии запрещено производить атакующие действия выше верхнего края сетки. Айкава был хорош не только за счет своих волейбольных навыков, но он также отлично анализировал игру соперника. Все то время, что он провел за просмотром матчей, было не напрасным, и ему удалось рассекретить все сигналы Кагиямы, что существенно упростило жизнь блокирующим. Ко всему этому он просил своих подающих направлять мяч в зону, откуда выходил связующий, что заставляло принимающих мешкаться и ошибаться даже при не самых тяжелых подачах. Также работали и скидки на связующего, потому что без передач Кагиямы атака Карасуно уже выглядела не так устрашающе. Вы тоже можете взять себе этот прием на вооружение. Безусловно, Айкава создал на соперников огромное давление и собственной подачей, и чтобы справиться с таким натиском, приходилось искать внутренние резервы. И нужен был лидер, который готов был повести за собой команду. Но именно такой игрок, который сможет пойти вперед вместе с командой, а не будет стараться все делать сам. А вот Кагияма слишком много старался взять на себя, что и вынудило его создать ситуацию из своего последнего матча в средней школе, когда из-за попытки обыграть блокирующих он начал ускорять игру, что впоследствии приводило к ошибкам. Так что ничего удивительного не было в том, что связующий отправился на скамейку и на его место вышел Сугавара, и подобная перестановка позволила снять психологический груз с игроков Карасуно. Да и Суга, спокойно наблюдая за игрой своей команды со стороны, смог сделать для себя много выводов. И как только он вошел на площадку, то сразу же дал партнерам несколько советов, что моментально дали результат. Но это и не удивительно, потому что, находясь в центре событий, достаточно сложно заметить какие-то незначительные моменты, а порой из-за эмоций можно и вовсе упустить что-то важное. Вот и Кагияме эта замена помогла слегка перезагрузиться, освободить свою голову от ненужных мыслей и сосредоточиться непосредственно на игре. Чтобы перестать проигрывать очки на подаче Айкавы, Укай решил изменить тактическое построение, а также убрать всех лишних принимающих. Больше не всегда лучше, потому что из-за большого числа принимающих увеличивается и количество конфликтных зон. А во время сильных подач нет времени мешкаться, нужно четко понимать, кто будет принимать такой мяч. А еще очень важно максимально быстро сняться с такой подачи, так что на нападающих также лежит огромная ответственность в такие моменты. Кагияма успел соскучиться по мячу за время, проведенное на скамейке запасных, поэтому после выхода на площадку это серьезно отразилось на его игре, и впервые за долгое время связующий смог почувствовать себя счастливым. Ну и наконец-то он перестал фокусироваться именно на блокирующих соперника, а решил больше интересоваться потребностями его нападающих. Потому что если передача удобная, то и групповой блок может быть легко обыгран. Поэтому всегда необходимо находить общий язык со своими партнерами по команде. И неважно, отдаете вы передачу, ставите блок, атакуете или принимаете мяч. Вам необходимо понимать, что сделает ваш партнер в следующую секунду. Потому что чем сыграннее команда, тем выше ее эффективность. Ни в коем случае не забывайте, что не стоит всегда полагаться на силу. В нападении вы должны быть вариативны, чтобы защитникам оставалось лишь догадываться, что у вас в голове. И если вам удастся дезориентировать соперника, то это существенно приблизит вашу команду к победе. Почти за весь сезон нам так и не сказали, в чем же причина конфликта между Айкавой и Кагиямой, но к 22-му эпизоду авторы решили нам прояснить данную ситуацию. Со стороны Тобио никаких претензий к своему старшему коллеге не было, а вот Айкава, напротив, очень боялся конкуренции с Вундеркиндом. И на все просьбы Кагиямы научить его каким-то новым приемам, Великий Король, а именно так прозвали Айкаву, отвечал грубым отказом.
Апогеем стал тренировочный матч, где Кагияма заменил Айкаву, и с тех пор более взрослый связующий старался приложить все усилия, чтобы обыграть Кагияму, если они встретятся в будущем. Чуть раньше я говорил о том, что игроки задней линии не могут атаковать из 3-метровой зоны выше верхнего края сетки. Но есть и еще один нюанс в волейбольных правилах. Нападающим запрещено производить атаку выше верхнего края сетки, если либеро отдавал передачу верхом из пределов передней линии. Поэтому иногда можно увидеть, как игрок этой позиции выпрыгивает с задней линии, чтобы избежать этой ошибки. В теории все это может показаться очень легко, но когда вы выходите на площадку, то усталость может диктовать вам свои правила, особенно во время длинных розыгрышей. Силы быстро уходят, кислорода уже не хватает, но именно в такие моменты необходимо проявить максимум усилий, чтобы вся эта борьба не была напрасной. И как правило, именно в таких розыгрышах и решается исход поединков, потому что победа в таком долгом эпизоде может дать психологическое преимущество, а для проигравших это наоборот может стать серьезным ударом. В волейболе, особенно на профессиональном уровне, часто можно увидеть, что игроков меняют для усиления подачи. Очень важно, чтобы подающий игрок справился не только с отсутствием игровой практики по ходу матча, но и с огромной психологической ответственностью. Укай в такой напряженный момент решил дать шанс Ямагучи, что в свободное время оттачивал планирующую подачу в прыжке. Но поскольку это его первый выход на площадку, да и причем в такой ответственный момент, неудивительно, что он ошибся. Ну и возвращаясь к защите, бывают такие эпизоды, где вы можете сами себя постраховать, потому что после взаимодействия с блоком ваши касания обнуляются, и вы можете еще раз дотронуться до мяча. Также нам напоминают, что сет не всегда заканчивается после счета 25. Если соперники идут ноздря в ноздрю, то победителем объявят ту команду, которая сможет добиться преимущества в 2 очка. И тут обычно в дело вступает уже психология. Каждый мяч становится на вес золота, так что все решения обязаны быть взвешены, потому что всего лишь одна ошибка может свести на нет все усилия. Но бывает и так, что соперник может просто оказаться сильнее в данный момент. Так получилось и в этот раз. И несмотря на максимум приложенных усилий, Карасуна в упорнейшей борьбе уступили Сейдзю и завершили свое участие в турнире. Поражение в подобных матчах всегда накладывает очень серьезный отпечаток на эмоциональном состоянии. Всегда важно уметь принять это поражение, а затем приложить все усилия, чтобы этого не повторилось. Потому что если вы опустите руки, то, вероятнее всего, такие поражения будут повторяться снова и снова. Никто не остался равнодушным после этой игры, но все переживали этот проигрыш по-разному. Дэти даже хотел перестать тренироваться, чтобы открыть дорогу молодым и не занимать чье-то место. Но его верные товарищи в лице Суга и Асахи убедили капитана, что необходимо довести дело до конца. Но все-таки здесь необходимо было принять взвешенное решение, потому что они уже заканчивали свое обучение в средней школе, и необходимо было определяться со своим будущим. Ребятам нужно было понять, стоит ли им тратить столько времени и сил на тренировки, или необходимо было направить все мысли на поступление в университет. Также не осталась незамеченной и фигура Ямагучи, что выходил на подачу. Несмотря на огромный психологический удар, он все же был настроен продолжать тренироваться, чтобы однажды ощутить то приятное чувство, когда ты вышел на подачу и смог набрать очко. И кто бы какие трудности не испытывал, абсолютно все были готовы вновь тренироваться и основательно подготовиться к весеннему турниру, что являлся последней возможностью попасть на национальный чемпионат. На этом моменте и заканчивается первый сезон, так что после его просмотра уже можно сделать какие-то выводы. Что могу сказать? Данное произведение явно заслуживает того, чтобы его посмотреть. Несмотря на то, что начинающие волейболисты наверняка упустят большинство практических советов, что внесли в свое творение авторы, как минимум мотивацию для занятия данным видом спорта они точно получат. А так, абсолютно в каждой серии есть какие-то моменты, где нас знакомят с различными аспектами волейбола. Это могут быть и технические советы, и тактические, а местами и психологические аспекты спорта в целом. Но и про правила также никто не забывает. Поэтому в этом видео я старался не сколько пересказывать сюжет спокойно, сколько акцентировать внимание на важных волейбольных моментах, чтобы этот ролик был не только развлекательным, но и крайне познавательным. Очень много раз по ходу просмотра я ловил параллели с реальной жизнью, потому что большая часть сюжета этого аниме может случиться или уже случалось и с вами, либо с кем-то из ваших знакомых. Также мне очень понравилось, что раскрывались истории и переживания даже второстепенных персонажей, что куда глубже погружало в процесс и заставляло им сопереживать. Ведь как и в реальности, жизнь идет и за пределами площадки, и у каждого спортсмена своя собственная судьба. Помимо всех прекрасных вещей, что имеются в этом спокойнее, есть и то, что мне не очень понравилось. Во-первых, это то, что почти все атаки проходили прямо. Почти ничего не игралось в диагональном направлении, а с огромной частотой атаковалось в линию. И что более важно, там почти никогда не было защитника. Во-вторых, это странные расстановки, где связующий встречается в 5-й зоне, а либеро в 1-й. Да и то, что центральный блокирующий уходит подавать, а через 2 очка он уже оказывается на передней линии.
Ну чего уж точно следовало избежать, так это сцен курения и насилия. Достаточно неожиданно было наблюдать в таком милом и добром мультике, как кто-то кому-то разбивает головой нос. Как и курение, это вряд ли добавляло какого-то смысла сюжету. В общем, если вам этот обзорчик понравился, то обязательно поставьте под ним лайк, а также не забывайте подписаться на канал. Если вам интересен обзор и на другие сезоны этого аниме, то обязательно дайте мне знать про это в комментариях. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.